Слава Украине, привет всем от Полонского. На российском телевидении пропагандисты тупо насмехаются над Трампом, тупо в голосину ржут над ним. И знаете, к большому сожалению, я вот послушал, над чем они ржут. Вот это пожалуй, первый раз, когда я могу сказать, что там же есть над чем поржать. Ну реально, там есть над чем поржать, потому что вы думаете, что вот это поведение президента Соединенных Штатов в стиле ведущего дешевых ток-шоу, оно не вызывает определенных эмоций у различных людей, в том числе и у подонков? Конечно, вызывает. Они тупо ржут, они уже... Ну, над чем? Например, да, вот сейчас они его просто там начали опускать, не стесняясь в эпитетах. Кто не верит, ссылочка внизу в описании к данному ролику, посмотрите, что они говорят. Ну, например, когда Трамп заявил, что он не прекращал помощь Украине, это все сделал Hexet. Но тут только остается развести руками. Они говорят, что в таком случае у вас вообще потеряна вертикаль управления. Ее нет. Это нормально для великой страны. Или вот эти его бесконечные образы то клонского Папы Римского, то не менее клонского джедая, или как они там называются, эти сикхи, ситхи. Ну, ребята, это ж... ему еще осталось только выйти, я не знаю, в каком-то Урфинджусе или еще в чем-нибудь таком. Это будет тогда уже... Полный будет набор, да? То есть политика, видите, политика 7 пятниц на неделю. Образ несерьезный, они его там называют танцор диска, и, ну, вот за эти вот характерные движения, да, абсолютно глупое, кстати, движение, вот, и когда он что-то делает, ведь он очень многое делает для американской ваты, для реднеков, которые не обременены ни интеллектом, ни образованием, ну, так, люди работают в поте лица, ничего не скажешь, но они не Эйнштейны, да, и их вполне себе привлекает вот этот вот образ простого такого рубахи парня, который, да, и Папой Римским может стать, и коня на скаку остановить, и станцевать под какую-то идиотскую мелодию. Их это очень привлекает. Но проблема в том, что и 7 пятниц на неделю тоже очень привлекает. Ну, классный же чувак. Впендюрил Канаде, уже выпендюрил. Впендюрил Мексике, уже выпендюрил. Украине прекратил помощь. Как заживись. Путин у него хороший человек. Да, вот это, ну, действительно, вот смотрите, какой руководитель Путин. Какой руководитель? Ким Чен Ын. Ну, надо же уважать. Да, то есть то, что нравится вот этой вот американской вате, вызывает дикую ржачку у всех остальных. За границей это выглядит жутко и кошмарно. То есть это выглядит недостойно образа президента. И когда ты выглядишь таким образом, то дальше, знаете, ведь смотрите, это опять-таки это московские пропагандисты, это у Соловьева. То есть вот, скажем так, это то, что они делают, это не самостоятельность. Там роли распределены, учтите этот момент. И вот этот наскок на Трампа, он не случайен. То есть публику начинают приучать к тому, что Трамп несерьезен, Трамп балаболка, он вообще, посмотрите на него, он представляет... Понимаете, его сейчас выдают там за персонажа из комикса, с которым нельзя вести дело. Ну так это же во всем мире так, ребята. Это только вот этим реднекам нравятся персонажи из комиксов, потому что они, вот там American Man или как там, да, Капитан Америка, со щитом таким летает по небу, не извергает оттуда всяких, я не знаю, там, ихтиозавров, там, птеродактилей, побеждает негодяев одним взглядом, вот так вот махнув бровью, как Соловьев говорил, да? Вот, а во всем мире это вызывает, ну, мягко говоря, недоразумение или ужас, потому что, ну, такой человек, у такого человека находится ядерная кнопка, а он несерьезен. Он не поймет, что сделает через полчаса. Да. И это, ребята, очень печально, потому что это прежде всего ударяет по престижу Америки. Это люди смотрят, говорят, боже мой, да посмотрите же на него. Ну, это ж елки-палки. Кстати, выступил долгое время дедушка Байден, хранил молчание. Ничего не говорил. Вот. Но, кстати, выступил вчера или позавчера. И сказал
Я, как говорится, внутриамериканских дел не трогаю, я трогаю только то, что касается вот Украины и то, что Байден сказал. Он сказал, что Трамп сейчас примеряет на себя тогу Чемберлина, который, подписав какие-то жалкие бумажки с Гитлером в свое время, привел в результате к Второй мировой войне. Это же самое сейчас пытается сделать Трамп, который за счет Украины подписывает тоже какие-то жалкие бумажки, наплевав при этом на другую жалкую бумажку Будапештский меморандум, который тоже подписан американским президентом. И говорит, да фигня, господи, ну подпишем, там он отхватил у Украины кусок. Подумаешь, ну вот я же все это прекратил. И говорит, если бы я был президентом, этого никогда не случилось бы. Войны имеется в виду. Так что ты говоришь? Конфликт Индии и с Пакистаном, который фактически является уже ничем иным, как войной. Я не верю, что там она будет в результате перерастет какую-то большую войну. И, скорее всего, они все-таки немножечко поутихнут. Там вот это сбрасывание напряжения, то есть там накапливается определенное напряжение, потом что-либо случается, какой-то триггер, который заводит всю эту шарманку, они начинают друг по другу стрелять из пушек, из минометов. В данном случае вот даже ПЗРК запускали по самолетам. У индусов кучу самолетов поназбивали пакистанцы. Вот. А потом оно все как-то ракетами поплевались друг по другу, да? А потом только все, большая война же никому там не нужна, вы же поймите тоже правильно. Только опаньки и потухло. Но это случилось при Трампе. Вот если бы Трамп президентом был, такого бы никогда не случилось. Как видите, случилось. Да? Поэтому вот иногда лучше молчать, чем говорить, потому что сейчас ему могут сказать, ну а что ж ты тут допустил? Конечно. Да, кстати, вот насчет этой войны, вот это еще один очень интересный момент. Индия с Пакистаном успокоится и придут чувства. Нам, кстати, очень выгодно, чтобы там все это дело успокоилось, потому что Пакистан наш, я не скажу, что союзник, но он очень хороший деловой партнер в плане обеспечения нашей артиллерии боеприпасами. Поэтому ничего плохого в этом плане, как государству, Пакистану желать не могу. Да, и они, кстати, красиво отчухрыжили индийскую авиацию. Значит, по разным данным сбито от 3 до 5 самолетов за один день. Вот, там разные самолеты и французского производства Рафали, и евро производства, либо же также Су-30 сбит. Вот. Еще какой-то, по-моему, сбит самолет. То есть там разные самолеты. Вот. И, собственно говоря, немножко в шоке индусы. Почему? Потому что у пакистанцев появились китайские ЗРК, которые на большом расстоянии сбивают их самолеты. Те не успевают никуда подлететь, их уже сбивают. И китайские вот эти, компания-производитель вот этих зенитно-ракетных комплексов, сейчас ее акции просто полетели вверх буквально за какие-то сутки. Ну, потому что ее зенитно-ракетные комплексы показали абсолютную эффективность. Кстати, большой привет России. Когда Китай все-таки вспомнит, что в Сибири почему-то ущемляют китайскоязычное население и не учат там китайский язык, русский не нужен, китайский. Вот эти зенитно-ракетные комплексы будут воевать против вас. Еще увидите. Да. Так что вот такая вот ситуация, друзья мои. Что еще интересно, значит, Витьков, или как его правильно называют, Витков, я его называю Стив Витьков, значит, приведен к присяге на пост на пост советника президента по национальной безопасности. Как он себя будет вести? Ну, особых каких-то я к нему не испытываю чувств хороших, но Витьков, он очень близок к американской еврейской общине. А у него был наш главный раввин Украины, приезжал к нему, да, и имел с ним продолжительную беседу. Надо сказать, что главный раввин Украины, как и главный раввин Киева, они довольно серьезно помогают Збройным силам Украины, там и чем хочешь, в том числе и дронами. У одного из них погиб сын на войне. Ну, то есть там серьезная действительно помощь. И он именно говорил с этим Витьковым, как раз встреча состоялась по поводу, 77-й, по-моему, годовщины создания государства Израиль. И вот они там разговаривали, и, собственно говоря,
Асман, это главный раввин Украины, просил его помочь Украине, потому что надо помогать. Надо помогать тем, кто является жертвой агрессии. Вот, у них состоялась длительная беседа, и для нас это очень хорошо, потому что, еще раз говорю, они очень сильно слушают еврейскую общину, и тут, как говорится, нормально, да. Что еще интересного? Ну, конечно, всех насмешила ситуация с президентом Вучичем. Дело в том, что прямо сейчас наши дронами небольшими пачками летят туда, в сторону Мордора, в сторону московского Улуса. Какие-то они могут сбить, какие-то они не могут сбить, какие-то долетают, какие-то не долетают. И у каждого из них определена цель. Я много уже рассказывал о тех целях, которые они вчера поразили. Сегодня тоже будут поражать, дай бог. Вот. На России приземлили всю авиацию, там в Пулково просто очереди с самолетов, там взлетка вся в самолетах. А откуда все самолеты? Из Москвы. В Москву. Москва же закрыта, все аэропорты закрыты абсолютно. И никто туда не может летать. И, соответственно, там сейчас в Пулково, в Санкт-Рачленбурге, там сейчас столпотворение, то есть все, кто должны были быть в московских аэропортах, прилететь туда, находятся в Пулково, в Ленинграде. И спят на полу, им никто ничем не помогает, конечно, никто ничего не привозит. Это полная, это Россия, да, тебя будут вытирать ноги, ты упадешь, на тебя 15 раз наступят, пнут и пойдут дальше. Так приблизительно выглядит картина в Пулково. Там уже некоторые особо проворные умудрились поставить палатки, потому что они летели с отдыха откуда-то. И, собственно говоря, живут уже в палатках прямо в здании аэропорта. А вылететь в Москву нельзя, потому что дроны летают, потому что дронная опасность. И возвращаемся к Вучичу. Да, президент Сербии хотел лететь на Москву туда. Окей, для этого же надо пролететь через территорию одной из балтийских стран с тем, чтобы долететь. Ну, в частности, Латвия, либо Эстония. А они границы позакрывали для его самолета. Не дали ему пролета на победобесие. Вот. И он поперся через юг, через Турцию, туда поперся на Азербайджан. А на России работает ПВО. Активно работает ПВО. Короче, Вучич присел в этом самом... Не на бутылку. Хотя кто его знает, я же не в курсе. Присел в Баку. И сидит и думает, что ему делать, да? Потому что лететь дальше может произойти... Помните самолет азербайджанских авиалиний, которые рашисты сбили над Грозным? Помните, да? Вот чем лучше самолет Вучича? Ничем. Что может произойти? А все что угодно может произойти. Поэтому Вучич, пока до победобесия не долетел, сидит, значит, и чухает репу в Баку, боится, значит... Боится лететь дальше. Ситуация такая довольно-таки смешная. Кстати, Фицо тоже не дали пролет через Эстонию, Латвию, Литву. Ну, вот как-то так, да. Теперь что будет, не совсем понятно. По-моему, для Фицо еще и Польша закрыла пролет. Опять-таки, этот победобесный пролет, да. Да, ну и всех насмешили слушания в Конгрессе. Значит, действительно очень смешно и грустно и глупо это все выглядит. Конгрессмен от штата Висконсин Марк Покан просто размазал министра финансов Трампа Скотта Бессета. Простым очень вопросом. Кто платит пошлины, господин министр? Это я цитату даю. Нет, пожалуйста, отвечайте на тот вопрос, который я задал. У меня всего 5 минут. Кто платит пошлины? Извините, кто платит пошлины? Люди платят пошлины, так? А тут начал мычать в ответ. Это то, о чем я всегда говорил. Смотрите, дело в том, что у Трампа, как и у европейских крайне правых, румынских, например, немецких, нидерландских и так далее, крайне правых, я не имею в виду правых, Мерц, кстати, правый, да. Да, так вот у них партии, эти крайне правые, они еще и такого, знаете, типа как секта, да. Они на секту похожи. Их ничего не волнует. У них лидер всегда прав. Он говорит вот так, значит это вот так. По-другому никак это быть не может. И даже если он не прав, он все равно прав. Да? То есть там логика не работает. Поэтому переубедить такую публику крайне сложно. Но можно. Что их может переубедить? То, что доступно их, так сказать, разумению. Разумению доступны цены в магазинах.
Вот тут, да, вот тут им может что-то не понравиться. И тут действительно совершенно прав этот конгрессмен Покон, который сказал, так кто платит? Кто платит ваши тарифы? Напомню, что тарифы всегда платит кто? Правильно, покупатель товара. Но не бывает такого. Не, в редких исключительных случаях когда-то есть такие варианты, когда платят продавцы. Но ну вот я работал довольно долго на перевозке товаров из Соединенных Штатов Америки. Ну, не только из разных стран. Давно уже было, но ничего же не поменялось с тех пор, в принципе. Таможню всегда платит покупатель. Ну, всегда. Это там за редчайшим исключением, буквально там один случай на миллион, когда платит продавец. Вот, значит, всегда платит покупатель. А в этом случае что получается? Ну, вот, скажем, ввел Трамп налог 50, условно я говорю, там больше, чем 50%. 50% на Китай, например, да? Ввел. Значит, товар стоил $5, приехал в США, перевозка, значит, уже $7 и еще $2,50 на голову. А могут это еще и перевозку включить, правильно? Вот. И он уже стоит не $5, а все 8 или 9. Вот. А раньше стоил 7,50 или там 7 после перевозки, да? Упс. И вот тут, только тут, когда, значит, вот этот реднек приходит в магазин и видит, что ценник там совсем не тот, который был раньше, вот только тогда у них начинают зарождаться мысли. Так вот этот как раз конгрессмен и спрашивает этого товарища. Скажи мне четко и понятно. Не надо мне рассказывать хырлы-мурлы, течь мыслью по древу. Скажи конкретно, кто платит экспенсы за тарифы? Конечно же, потребитель. Все, без вариантов. Надо было видеть этого министра финансов. Он экал, он мэкал, он полчаса экал. Он издал все звуки вот эти вот, да? Так ничего сказать не смог. Просто опозорился с ног до головы. Потому что есть очевидные законы экономики, которые Трамп, не в силах перешагнуть. То есть вот эти все тарифы, которые он ввел в результате, они же ударили по кому? Правильно, по потребителю. А кто потребитель? Американцы. Вот, собственно говоря, и все, по кому он шмякнул. И пока там еще есть товары в запасе у каких-то компаний, да, у многих компаний есть запасы, там определенные склады и так далее. Они их сейчас опустошают активно, это все покупается. Но до тех пор эти товары будут, в такую еще более-менее нормальную цену. Когда закончится, все равно же придется покупать в Китае, в Бангладеш, в Индии, там еще где-нибудь. Ну и все, попа.